Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку великолепные, очень быстрые, необыкновенно вкусные куличи на сметане. Сразу хочу извиниться за качество моего голоса. Голос у меня еще не восстановился после простуды. Надеюсь, это не помешает вашему просмотру. Не могла не поделиться с вами этим великолепным рецептом, поэтому показываю рецепт. Такие волокнистые получаются куличи, воздушные, не забитые мукой, куличи не крошатся при нарезании, очень вкусные, и справиться с их приготовлением, я думаю, что даже новичок, который вообще никогда ничего не выпекал. Такие вот они идеально ровные получаются при выпекании. Я все покажу и расскажу в данном видео. Вот такой разрез у них идеальный получается. Итак, на килограмм муки будем сейчас замес делать. И сначала я приготовлю опару. 250 мл теплого молока, 14 грамм сухих дрожжей. Конечно же, нужно быть уверенным полностью в качестве этих дрожжей. Они должны иметь очень хороший срок годности, чтобы они вас не подвели, эти дрожжи. Вы также можете и свежие дрожжи использовать. Я вам все напишу в описании, все граммовки на свежие и на сухие дрожжи. 50 грамм сахара туда добавляю в опару и 150 грамм муки просеиваю. Сначала мы готовим опару. Сейчас я все это перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И накрываю пищевой пленкой, отставлю в сторону минут на 15-20. На самом деле у меня дрожжи уже будут работать гораздо быстрее. Пока я взобью яичную массу, дрожжи у меня уже вступят в очень хорошую реакцию. 4 яйца среднего размера. Туда же я добавляю 3 желтка. Вместо 3 желтков вы можете взять также одно целое яйцо. 1 чайную ложку соли без горки добавляю туда. Слегка разбиваю сейчас всю эту яичную массу. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. Медленно вот так вот всыпаю 300 грамм сахара. Количество сахара здесь я уменьшать не советую. Куличи должны быть сладкими все-таки. Все это взбиваю минут 5 до побеления и пышности. Дольше взбивать нету смысла. Все равно будем сейчас туда сметану добавлять. Сейчас я добавляю в эту яичную смесь 150 грамм комнатной обязательной температуры сметаны. Можно даже слегка тепловатую добавлять. У меня сметана 10% жирности. То есть сметана здесь может быть и 30% жирности. Все на ваше усмотрение. Просто перемешиваю миксером до однородности. Миксер нам здесь больше не понадобится. Переливаю сейчас я всю эту смесь в большую миску, где я буду замешивать основное тесто. Можно было опару сразу в этой большой миске замешивать, но я для наглядности вам просто в отдельной емкости опару приготовила. Перекладываю опару уже, видите, как она хорошо у меня поднялась буквально за то время, пока я взбивала яйца. Если у вас дрожжи хорошие, качественные, свежие, у вас все получится сразу. Добавляю на этом этапе сейчас в эту еще жидкую смесь бутылочку ромового ароматизатора, либо же 2-3 столовые ложки коньяка можете добавлять. На этом же этапе, если вы любите цедру добавлять, лимона, апельсина, на этом же этапе и, естественно, все пряности. Просеиваю туда 850 грамм муки. И замешиваю тесто. У меня такая плотная, очень силиконовая лопатка. Вы же можете деревянной лопаткой замешивать, как вам нравится. Можете руками замешивать. И вот здесь очень важный момент. 100 грамм растительного масла без запаха я беру. Я его буду постоянно вмешивать в это тесто. Поэтому я его сразу отмерила на весах, это масло. Смачиваю поверхность этим маслом и руки. И все это вмешается потом в тесто. И я буду отбивать вот таким способом тесто примерно 5 минут. Большего замеса здесь мне уже не понадобится. И смотрите, после 5 минут какое эластичное, уже подвижное, практически не липнущее тесто к рукам у меня получается. Видите, как оно стекает хорошо, не рвется эта нить из теста. Вот таким оно должно быть. Убираю сейчас его в емкость на полчаса в теплое место. Оно еще более стало подвижным. Спустя полчаса опять смазала все это обильно растительным маслом. Из этих 100 грамм постоянно подливаю на стол. Здесь у меня 100 грамм, также 100 грамм размягченного сливочного масла. Покрываю весь этот пласт теста вот этим сливочным маслом. Делается это элементарно просто. Главное, чтобы оно у вас не было холодным. Втираю вот так сливочное масло. Объединяю все это тесто в общий комок.
Ничего долго не вымешиваю. Все это вмешается уже очень хорошо. Вы, конечно, все это можете делать в тестомесе. Если таковой у вас имеется, пожалуйста, все на ваше усмотрение. Опять вот так распространяю это тесто в пласт. Добавляю туда 200 грамм изюма. Изюм у меня для перекусов, поэтому я его не запаривала. Он уже готов к употреблению. Также добавляю 200 грамм цукатов. У меня половина апельсиновых, половина лимонных. Вы на этом этапе можете добавлять и вяленую вишню, и клюкву, все, что нравится вашим близким и вам. Собираю это просто все в общий комок и убираю сейчас подниматься это тесто еще на 1 час. На данном этапе я это тесто не советую ставить в духовку под лампочку, потому что оно у вас может там просто перекиснуть и очень быстро подняться. И потом осядут куличи в духовке. И уже достала я спустя час это тесто. Заметьте, я не делаю ему обминку. И я уже раскладываю по формочкам. И вот смотрите, пока я буду формировать вот эти шарики для капсул, я так и так уже буду его обминать. Это естественным образом происходит эта обминка. Вот на эти 9 сантиметров в диаметре формы мне понадобится 230 грамм теста. То есть где-то на 1/3 заполняем формочки тестом. Для больших формочек по 13,5 см в диаметре вот этого теста следует брать примерно 520 грамм. И в большие формы по 11 см мне понадобилось по 330 грамм. Сейчас, когда все капсулы я наполнила, я закрываю все это пакетом и ставлю этот противень в духовку под лампочку, температура 30 градусов Цельсия, на расстойку на 1 час. У меня прошло 50 минут, я уже включила духовку на 175 градусов Цельсия. Сейчас я подожду, пока у меня нагреется духовка. Расставляю эти формы так, чтобы между ними мог циркулировать еще воздух при выпекании. Выпекать я их буду на режиме вверх-вниз без конвекции 25 минут и еще плюс 10 минут с конвекцией. То есть в общей сложности 35, может быть 40 минут мне понадобится. На втором уровне снизу выпекаю. Вот такие изумительные куличи у меня получились. Они все еще очень-очень горячие. Я сейчас уже буду снимать сразу же в горячем виде с них вот эти формочки, капсулы вот эти, если вам это нужно. Если вам не нужно снимать с них капсулы, если вы их хотите оставить в капсулах, тогда хорошо их переворачивайте и давайте им остыть на боках. Именно я сейчас покажу, как это делается. Палочкой проверяю, для вас палочка выходит сухая и чистая, куличи пропеклись. Для чего я подпекаю с конвекцией, чтобы бока потом хорошо пропеклись у нас и чтобы они подзолотились. Вот таким образом на боках, постоянно переворачивая их с места на место, я буду остужать свои куличи. Разрезаю в горячем еще виде кулич. Смотрите, какой он идеальный получается. Он уже даже горячий не крошится. То есть я считаю, что это очень важно. Он не забит мукой. Благодаря сметане он такой влажноватый на вкус. И смотрите, вот так вот он пружинит. Он волокнистый в горячем виде, естественно. Я вообще такой человек, который не особо гоняется за этой волокнистостью. Потому что бывает такая волокнистость, которая потом на вкус в холодном виде уже превращается просто в паклю. И есть это дрожжевое изделие, потом становится уже очень неприятно. Ну, то есть, смотрите, какое легкое воздушное тесто. Его видно сразу. Вот это уже в остывшем виде я вам показываю. То есть, волокна все эти видно. Тесто очень легкое. Храню я эти куличи в пищевом пакете, слегка оставив сверху отверстие, чтобы они не черствели. Это такая выпечка, которая смесь сливочного и подсолнечного масла, ее нужно, конечно, бережно хранить. То есть такие чисто сливочные тяжелые куличи, как на александрийском тесте, они очень долго не черствеют. Есть такие куличи на моем канале. Вот эти нужно хранить в пакете. Можете хранить их, конечно же, и в холодильнике, и замораживать их можно. Здесь уже спустя ночь я вам разрезаю, показываю. Смотрите, как идеально нарезается. Ни одной крошки нет при нарезании. Я считаю, что это очень важно. Куличи очень вкусные. И главное, что они готовятся очень просто. Никаких тестомесов не надо. То есть справится любая хозяйка, я считаю. Отбивайте это тесто.
Оно очень хорошо расслабляется при отбивании. Посмотрите, какой разрез. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Я всех от всей души поздравляю с самым светлым праздником в году, с Пасхой Христовой. И всем искренне желаю удачной пасхальной выпечки.